общем, что такое камбо? Это когда в тебя впрыскивается яд, у тебя все выходит из организма, и получается вот на следующие дни я уже начал чувствовать любые какие-то яды, которые в моем организме были, будь то какая-то жирная еда, алкоголь, никотин, и твой организм начинает чувствовать все намного сильнее, как будто ты никогда этого не пробовал, и ты прям чувствуешь, как это влияет на твой организм. И пару месяцев прошло, ну, по крайней мере, я знаю, что такое, когда твой организм полностью чистый, и знаю, как он реагирует на всякие яды. И в любом случае я бы попробовал бы это. И посмотрел бы, что со мной бы происходило после длительных употреблений, камбо. Видео о том, как Мартин второй день ест ананас. Да, второй день. Здесь еда, я заметил, не сильно отличается. Она везде готовится по одному рецепту. Вот. Но ты можешь себя спокойно есть эту еду, и она тебя не заебет. Вот самое клёвое. Мартин опухший, потому что у него до сих пор не прошла камбо до конца. Вот. Но я надеюсь, что в ближайшее время все-таки этот отек спадет, потому что фотографии делать тоже хочется. А сейчас вашему вниманию представляем липкий рис с манго. Рис. Он, блядь, сладкий. А так залей его вот этой штукой? Нет? Очень вкусный рис. Мы берем вот так вот, знаем. Что это? Это кокосовое молоко разогретое. Реально? Оно становится соленоватым здесь. И потом мы заедаем. Это первое, что вы должны попробовать. Сладкий такой карамельный манго перекликается с этим всем. И оно из сладкого в соленое, такое фруктовое переходит. Далее мы отправились в центр Патонга и наткнулись на местный ринг. Мы сначала думали с Мартином туда пойти, но потом поняли, что хочется потратить деньги на что-то еще, потому что удовольствие это не из самых дешевых. Около 1500, иногда даже 2000 бат стоит. Ну, то есть 6000, да, примерно. Для своих, наверное, 900, но на своих, чтобы выйти, тоже надо с кем-то познакомиться. Поэтому дорогое удовольствие, но попробовать рекомендую. Банзан – это рынок, где установлены палатки с сочными тропическими фруктами, традиционной уличной едой и свежими морепродуктами. Правда, цены тут подчас выше, чем в ресторанах на первой линии у моря, но рядом мы обнаружили симпатичный храм. Если вы хотите себе купить какие-то брендовые шмотки, причем оригинальные, то вам стоит заехать в Джинг Цейлон. Это один из таких популярных торговых центров, и где продают действительно оригинальную одежду, аксессуары и прочее. Здесь есть американская сеть Burrito Taco Bell. Возможно, мы это попробуем, потому что тут 2 за 200 бат, в принципе, ну, неплохо. Короче, можно попробовать, да. Или что-то такое, боже, блин, вкусно. 119, 129, вообще нормально попробовать можно точно. Я-йо, это, наверное, корейская какая-то сеть. Чтоб ты понимала, 395. 395 за вот такое вот огромное блюдо, и оно действительно большое. Вот это тоф. Вот рыночек, на котором можно недорого купить сувенирную продукцию, но мы сейчас проверим, конечно же. Потому что примерно знаем, что продается и поскольку у нашего отеля, там, в принципе, цены, средние. 100 бат. Конфеты. Конфетки, короче. Слушай, орешки как у нас стоят, так же дорого. Но это макадамия.
Ну да. Какие свечи красивые. Пошел по зову нашего сердца. Вот. Ого! Сколько? Ну, это коллекционные игрушки, они качественные, они оригинальные. Ну, смотри, считаются. вот это, допустим, стоит 799, это 599. То есть, в принципе, Наруто 599. Но в любом случае у нас эти дороже игрушки. Тут есть не только по аниме. Да. Сколько она стоит? 100 бат. 100 бат? Да. Серьезно? Ну, судя по оценке, я думаю, 100 бат. Она еще может это двигать лапками, короче, бегут. Мы, короче, пришли в магазин Кроксов, чтобы купить себе новый джибицы. Знаете, что мы нашли? Камни. Камни Бетси. О, загадочный. Это какой загадочный, это или Святой прикольно. Патрик. Карманчик. Выходя из торгового центра, мы обнаружили очень милое заведение, где можно попробовать знаменитый bubble tea, но на корейский манер. Только посмотрите на эту красоту. Они реально с бобами. Это с Ну, бобами. я надеюсь, будет вкусно. Это зеленый чай с молоком, сиропом и топпингом. Но в связке это очень вкусно. Тут такой лавандово-кремовый вкус. На дне это действительно красная фасоль. Да, это ее ешь. И нормально. Тоже зеленый чай, матча, молоко и красная фасоль. Ну, вместе это, ну, на удивление, действительно совершенно нормально и даже вкусно. Я в шоке. А вот и наша первая экскурсия. Мы отправляемся на шоу Сиам Нерамид. Здесь сосредоточена вся богатая история появления Таиланда. Территория культурного центра большая. Пройдя контроль, вы попадаете на площадку с фонтаном. Здесь же видите больших и красивых слонов, с которыми можно сфотографироваться. Условно, услуга бесплатная, но вам предложат купить за 20 бат пару бананов, чтобы артистам работалось веселее. Деревня стоит как бы на воде. Вы увидите небольшой прудик, по которому можно прокатиться на лодке за 20 бат. По сути, Таиланд – это место, куда приехали китайцы и такие. Мы возьмем всю конструкцию, но берем всю архитектуру, которая нам нахер не нужна. И все, и начали делать вот такие простенькие домишки. Чуваки, которые хотели отдохнуть на островах, по сути. На территории комплекса есть своя деревня с иллюстрацией жизни и быта тайского народа. В домике можно заходить, все разглядывать и фотографироваться.
В домах обнаружите предметы быта, конструкции для разных ремесел, украшения и прочие вещи, символизирующие тайскую культуру. Перед самим шоу нам показали небольшое представление о зарождении культуры Сиам. Мартин, расскажите, пожалуйста, что у нас на столе? Карри, кокосовый карри. Будем пробовать его здесь. Разве это не том-ям? Возможно, там Понятно. я не знаю, как это описать, потому что половину вещей, которые здесь лежат, я просто тупо не понимаю, как объяснить. О самом шоу я могу лишь рассказать, потому что фотографировать его или снимать строго запрещено. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Красивые костюмы, музыка, танцы – все это завораживает и не отпускает до самого конца. Я даже пару раз поплакала от восторга, ведь подобное нельзя пропускать, особенно тем, кто хочет узнать о культуре тайских жителей не от русского гида, а от первоисточника. Мартин, как тебе шоу Сиам Нерамид? Я увидел 3-часовую историю о том, как появился Таиланд. Я думал, что как-то все по-другому было. Оказывается, вот так. Это два народа смешались. Мы очередной раз ходили в магазин. Думаем, блин, лучше бы этого не делали, потому что вы даже представить не можете, насколько все это вкусно. Ну, это мы не знаем, но судя по виду, судя по тому, что мы ели похожее пирожное, только другого цвета, это просто отвал башки. Киев. С чем она? Я не знаю. Но очень круто. Типа, ребята, ну, на самом деле у них там очень много различных вкусов, чипсов. Да. Давай, Мам. Индийские чипсоны. Паприка. Карри. Курочка карри. Давай вот этим. Слово еще вот какие-то, ну, такие всякие вещи. Моти шоколадные. Ну, это вкусно. Так, а это с чем? С крабом. Соус сам рос. По вкусу это крабский такой супчик в соевом соусе и с каким-то нори. Вот для меня вот это вот так выглядит. На вкус. Нравится хоть? Очень. Вот так вот растут ананасы в Таиланде. Как они растут, я думал. Да. А вот так вот растет масляная пальма, которая дает как раз-таки вот это вот кокосовое масло, которое все кушают. Но не только, еще дает промышленное масло, которое используют на всяких производствах. Мы приехали в национальный парк Кхао-Лак. Здесь нас ждут сплав на бамбуковых плотах и слоны. Много слонов. Выпрямляешь спину, закрываешь глаза и начинаешь дышать. Знаешь как? Получается. Органы не вдыхая, только выдыхая. И так на протяжении 1 минуты. Типа ты попробуй. Типа у тебя должен живот, дергаться. Ты должна органы идет, мышцы.
Вот. И потом, после минуты, делаешь так. И минуту держишь, и закрываешь глаза. И у тебя все обостряется. Эту штуку сделал, поверь, ощущения совершенно другие. Я думаю, что... Спуск по речке на плотах из бамбука – это, конечно, не экстрим. Такая поездка позволяет насладиться природой, послушать шум деревьев и ощутить дыхание джунглей. Бамбуковые стаканчики, рис, карри, салатик и что-то в панировке. Ну, здесь такое любят. Мартин, расскажи, какая тут курица в панировке? Лучше не попробуешь. Она похожа на чипсы. Она очень хрустящая, не жирная, ну, то есть прям сухая, знаешь, максимально, сколько это можно. Но я думаю, что это из-за как раз-таки куриц, которые у них здесь обитают. Они выглядят несколько иначе, такие худенькие, маленькие. А вот и самая веселая часть тура – знакомство со слонами. Не зря слоны изображены почти на всех сувенирах и не только. Ведь именно эти величественные животные являются символом Таиланда уже много-много веков. Ребята, как вы думаете, из какого материала сделана эта рамка? Из бамбука. Нет. Из опилок. Нет. Из какашек. Из слоновьего дана. Да, да, это называется слоновий дан. Так вот, друзья, смотрите, все, что выходит из слона, священно. Главный слон, ну не важно, как там получилось. Слон, на котором вы ездили, теперь будет у вас дома в рамке из слона. Энергия. Считается, если вы в центре этой рамки, вы защищены энергией этого большого животного. Как только вы приносите рамку, ставите домой, в отель, она начинает работать. Сразу. Лучше прямо на слоне и руки вот так вот кверху еще сделайте. Нет, сделайте вид, как будто вы счастливы. Это пример. Слушай, это прикольно. Блин. Слон это вообще кайф. Он нас обольет, походу. Как тебе купание со слонятами? Это космическое существо. Я к нему вот так вот приложился. И знаете что? Я почувствовал, знаете что? Я никогда такое не чувствую. Я почувствовал, что он теплый. Я охуел. Блин, никогда не думала, что слоны настолько космические животные. В них прям чувствуется сила, энергия и несравнимо ни с кем, наверное. Называй меня слоненок. Мартин в шоке. Этот слоненок показал нам, чему научился, а в конце представления даже наградил нас своим поцелуем. Он тоже, когда видит что-то прекрасное, ну, как на слона, он... Друзья, этот туалет создан для того, чтобы созерцать. Понимаете? После встречи со слонами нас привезли в храм, и непростой. Здесь мы встретили огромное количество обезьян. Друзья они не очень дружелюбные, поэтому не советую их кормить и трогать, могут укусить. О, чувачка я нашел. Я думаю, На тебя вы похож. чисто, да, Серега, чисто ты. Ты фазель. О, рычит. О, Как Салим. А это я вот с едой побежала отсюда. Хоп. Хоп-хоп. Попрошайки мелкие. Ёб твою мать. Здорово, Мичный.
Заходя внутрь, мы ощутили всю мистику этого места. Храм представляет из себя огромную пещеру со сталактитами. И главной достопримечательностью, конечно, является огромный лежачий Будда. 15 метров. Очень рекомендую такую экскурсию, так как она достаточно размерена, но в то же время энергична и оставляет много приятных эмоций. Причем доступна для всей семьи. Ну и, конечно, перед еще одной нашей вылазкой в город мы решили хорошенько подкрепиться. Мы уже перепробовали огромное количество чипсов Lay's с самыми разными вкусами. В Таиланде с этим просто невероятное многообразие. То, что эти, допустим, с острым омаром или осьминогом, да, что-то типа того. А эти это... с курицей на шпажках, скорее всего, что-то типа карри. Это осьминожка. Не осьминожка? Не, это... Короче, Сквидвард. Да, Сквидвард. Как эти называются? Кальмары. Как тебе энергетик М150? Самый топовый энергетик, который я пробовал, появился в 2008 году. Где-то в том же году и исчез. 36 рублей, 30 рублей, короче. 30 рублей одна такая баночка, и это действительно энергетика, это не просто какая-то вкусная вредная газировка, а он действительно помогает немножко проснуться. И, кстати говоря, с медом намного вкуснее. Я, как не любитель энергетиков, предпочту вот эту штуку и советую попробовать. Пхукеттаун или Старый город. Нашей ошибкой было приехать сюда поздно вечером. Из-за этого большинство магазинов и кафешек были закрыты. На самом деле в Пхукеттауне есть что посмотреть, даже если вы планируете поехать туда самостоятельно. Тут вам и разные красивые дома с богатой историей, музеи, арт-галереи, храмы, множество бутиков, баров, модных кафе и хостелов. Ходить и рассматривать все это великолепие можно часами. Некоторые сувениры, кстати, здесь действительно дешевле, нежели на Батонге. Поэтому можете смело их брать. Главное, приезжайте пораньше. Обратно мы отправились на местной маршрутке, потому что она обошлась нам дешевле, чем такси, зато с ветерком и со своей музыкой. Вот такие вот 2 насыщенных дня мы провели на Пхукете. Дальше вас ждут еще более интересные места, где мы покажем страшных местных пауков, самую прозрачную морскую воду, съедим гусениц и не только. Так что продолжайте следить за выходом видео и обязательно поставьте лайк, подпишитесь, если не подписаны. Мне будет очень приятно и всем пока!